Вы когда-нибудь слышали о Бонневилле? Или о гонках на высохшем соляном озере на северо-западе штата Юта в США? Это сотни квадратных километров ровной прочной соляной поверхности, о которой мечтают гонщики со всего мира. Однажды команда механиков из Москвы решила сделать то, чего никто никогда не делал в истории российских мотогонок. Это должен был быть мотоцикл, который установит рекорд скорости. И вот он мне сказал, что хочет поехать на Бонневиль. Я это воспринял, естественно, что он сошел с ума. Сможет ли русский мотоцикл выдержать испытания? У нас произошла катастрофа. У мотоцикла в прямом смысле слова взорвался двигатель. Для меня это было, то есть я понимал, что мы, скорее всего, никуда не поедем. Удастся ли русским автомеханикам отправить мотоцикл в США и установить рекорд? Готовы ли они к испытаниям на озере скорости? Бонни. Русский рекорд на соляном озере. 12 месяцев до гонки. Это был 2014 год. Мы приехали с чемпионата мира из Кёльна. Когда мы приехали, у нас обсыпались все заказы. Соответственно, остались без работы. И тут Мишка подошел ко мне и говорит: давай, Серег, построим мотоцикл и прокатимся по Бонневилю. Сергей Мальцев, 47 лет. Руководитель проекта «Бонни». Чемпион России и мира по кастомайзингу. Да, прекрасно помню этот момент, потому что эта мысль закралась ко мне уже давным-давно, в глубочайшем детстве. Михаил Антонов, 29 лет. Инженер-механик. Лучший кастомайзер России 14-15 годов. Работать можно либо за деньги, либо за идею. Идея была великолепной. За 100 лет гонок на Бонневилле ни один русский мотоцикл не ездил на соревнования. Сергей не знал, хватит ли бюджета его мастерской на столь рисковый и масштабный проект. Вот, и он стал двигаться к этой идее и сказал мне, что если вы меня поддержите, то мы обязательно это сделаем. Ребята подхватили идею, босс дал добро, все дали добро. Команда быстро приступила к разработке гоночного мотоцикла, которому было суждено навсегда изменить историю российских мотогонок. На этом сталелитейном заводе более 60 лет назад с конвейера сходили те самые блоки металла, из которых вытачивали легендарные двигатели мотоциклов М-72. Раму и остальные детали решили построить из титана и алюминия. Титан – материал, который во всем мире ценится как металл, приближенный к космосу. То есть это круто. Его основной смысл – это высокая жесткость при малом весе. Андрей Лео Никитин, 42 года. Юрист по образованию. Построил 20 мотоциклов. Достать титан в Москве не проблема. Однако команда не могла найти именно конструкционный сплав. И мы даже попали на группу шарлатанов, которые нас пытались кинуть. Мы перевели денежки на счет, да, и ребята пропали. Так что, кто это сделал, если увидите фильм, я еще заточил на вас. К счастью, все обошлось, и титан был найден. 9 месяцев до гонки. Так как команда решила участвовать в гонке в категории ретро, им нужен мотоцикл с двигателем до 56 года, с родным картером и цилиндрами. Мотоциклетная промышленность была сильно развита в Советском Союзе, и нам хотелось бы сделать что-то из отечественного продукта. Поэтому мы взяли за основу двигатель М-72. Потому что это отечественный двигатель. Во-вторых, потому что это культовый мотоцикл. В-третьих, потому что практически все кастомайзеры нашей страны начинали строить первые свои мотоциклы именно на базе Урала. Аэродинамический обвес, другими словами обтекатель, решили сделать из листа алюминия. Он мягкий, и его можно обработать простыми инструментами. С таким обвесом внешне Бонни будет напоминать мотоцикл 60-х годов. Вообще от обтекателя зависит максимальная скорость мотоцикла. Поэтому для его производства команда использовала английское колесо. Этот станок не только сгладит все неровности и уберет вмятины от ударов молотка, но еще и отполирует поверхность металла.
В мотоцикле Бонни мы решили реализовать, так скажем, две идеи – убить двух зайцев. Первоначально это должен был быть кастом, это первое. И второе, это должен был быть мотоцикл, который установит рекорд скорости. Естественно, каждый нюансики, деталюшечки, они должны были быть безупречны, как мы это и делали. Мы использовали гайки ручной работы. Было изготовлено более 220 штук, хочу заметить. Кастомайзинг такая штука очень интересная, хотелось поэкспериментировать, прежде всего с материалами. Мы решили ездить на спирту. Спирт бывает метанол и этанол. Этанол – это тот спирт, который мы любим пить. От метанола мы умираем. 50 грамм метанола достаточно, чтобы человеку умереть. Меньшее количество, он окончательно слепнет. Это ядовитое вещество, которое даже запрещено к обороту в нашей стране. В связи с этим у нас возникли сложности его достать. Проблема с топливом оказалась не самой страшной. Организаторы гонки прислали требования, которые едва не перечеркнули все, что удалось сделать до этого момента. Когда мы получили технический регламент соревнований, это был огромный талмуд. На тот момент у нас уже база мотоцикла была готова, основная, но там оказалось много нюансов, которых нам пришлось переделывать, покупать какие-то специальные вещи, как, например, бензокраник, который должен был обязательно закрываться с руля. А выпускная система у нас вообще не подходила никак под регламент, и нам пришлось полностью ее переваривать. Если мне пришлось описать проект Бонни в 3 словах, то это мечта, команда, ну и, наверное, семейному бюджету. Но получилось все равно круто. 6 месяцев до гонки. После того, как мы вышли на результат, то есть уже превысили мощность в 2 раза, у нас просто к чертям отлетел цилиндр один. Вот. Потому что эти моторы, конечно же, не рассчитаны на такие нагрузки, мощностя и давление. Поэтому это было страшно. 3 месяца до гонки. Проект можно было считать неудачным, и ребята забрали свой мотоцикл на доработку. Мы про них опять практически забыли, но через пару месяцев они появились вновь, позвонили, сказали, что они доработали мотоцикл, доработали головки блока цилиндров и готовы приехать тестироваться вновь. Александр Меньших, 35 лет. КМС по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Пережил падение на 180 км в час. Команда понимала, что теперь мотоцикл испытывает их на прочность. Но чтобы построить Бонни и подготовить поездку, фактически всему коллективу пришлось много жертвовать. То есть, во-первых, мы исключили отпуск, отдых. Я продал все мотоциклы, взял кредит. Но мечта того стоит. Миша хотел создать мотоцикл, способный бороться. Лео предстояло дать двигателю максимум мощности, а Сергей хотел доказать, что команда из России способна выполнить эти задачи. Трудности, они как раз-таки мотивируют, они дают заряд, энергию. Когда все просто, это неинтересно. А когда есть проблемы, есть какие-то нюансики, сложности, ты с ними борешься, и ты живешь. В Бонни практически нет сварных деталей, только рулевая колонка. Все остальное – болтовые либо клепочные соединения. Насчет тормозов механики решили не беспокоиться. Мы использовали велосипедные тормоза,
Даже мы участвуем в гонках на установление рекорда скорости. Там тормоза как таковые не нужны по регламенту, а вообще можно использовать только задний тормоз. Хорошо, когда есть человек, который собирает вокруг себя правильную команду. Благодаря Сергею Миша познакомился с инженером Лео. За годы работы в мастерской Лео открыл ему много полезной информации и показал, какие книги по механике надо знать. Общение с ним в процессе работы над Бонни стало для Миши самым быстрым институтом в мире. Когда я заканчивал школу, мой папа решил, что все великие люди были либо юристами, либо историками. Потому что, например, Ленин был юристом, и я, может быть, достигну таких же высот когда-нибудь. Естественно, что юристом мне быть не очень нравилось. С детства я увлекался мотоциклами. Как и любой подросток в советское время, Лео мечтал о мопеде. Даже в институте он думал только про мотоциклетные двигатели. Спустя время Лео бросил учебу, полностью посвятив себя автомеханике. Я решил, что это мое, и я буду стараться идти по этому пути. Это прекрасно, когда ты можешь заниматься и зарабатывать тем, что тебе нравится. Смотрите далее. До гонки остаются считанные дни. Мотоцикл почти готов, но команде предстоит пройти тесты, чтобы понять, сможет ли Бонни разогнаться до нужной скорости. Русский рекорд на Соляном озере. 1 месяц до гонки. Миша установил новый алюминиевый бак и специальный бензокран. Надо сделать так, чтобы прошлая поломка Бонни не повторилась снова, так как времени на исправление ошибок больше нет. Когда мне привезли детали из анодировки, это была уже финишная сборка мотоцикла. У нас оставалось буквально недели 3, и их принесли в розовом цвете, когда он у меня был весь золотой. Это был полный косяк тех людей, кто мне это делал, но они очень четко и быстро это исправили. Честно говоря, я жене пообещал, что если установлю рекорд скорости, я больше не буду заниматься мотоциклами. Конечно, я ее обманываю. Это единственный выход. Бонни нужно было добавить мощности при минимальных потерях на трении и сопротивлении воздуха. При всех стараниях команды мотоцикл все еще не мог развивать нужную скорость. Мы решили использовать метанол в связи с тем, то, что использовали маломощный двигатель М72, у которого очень маленькая степень сжатия. Метанол имеет очень высокую антидетонационную стойкость. То есть он не вызывает детонацию в камерах маленького объема, что обязательно для высокофорсированного двигателя. Для Бонни выбрали шестиступенчатую коробку Harley-Davidson и рассчитали, что при 7000 оборотов он должен выдавать 240 км в час. На самом деле можно много чего сказать, но, если честно, она у нас просто была в целях экономии. Нам с завидной периодичностью звонят разные строители мотоциклов, говорят, что они построили супермотоцикл, у них суперпроект, они хотят его померить, настроить, оттестировать, и потом либо не приезжают, либо приезжают один раз и растворяются в воздухе после этого. Думали, что Миша и Лео ребята из той же серии. При реализации этого проекта было много трудностей. К сожалению, мы пока не можем отрегулировать правильное соотношение газа к топливу. Двигатель не выдерживает высокого давления. Но, несмотря на это, никто не опустил руки. И все работали отлично. При разработке дизайна Бонни Миша старался прийти к простым и понятным линиям, а также открыл пружинные механизмы и клапаны. Один мой друг сказал, у линии должно быть начало и конец. В принципе, этому придерживался, и получилось довольно-таки просто, изящно, красиво и легко. Нужно разогнать Бонни до 200 км в час. Для этого необходимо порядка 50 лошадиных сил. Но в моторе Бонни всего 22 лошади. Метанол нам дал мощности. Использовав это топливо, мы сняли на атмосферном моторе порядка 32 сил. В стоке 22,5 силы, но это с мотора. А мы сняли уже 32 заднего колеса, то есть это со всеми уже потерями на трансмиссию и так далее.
Но одного метанола недостаточно. Поэтому еще установили закись азота. Это позволит разогнать мотоцикл до нужной скорости и не сильно повлияет на двигатель. Времени на испытания больше нет. Если мотор заклинит прямо на трассе, заднее колесо заблокируется и Миша упадет на соль. Это еще в лучшем случае. 2 недели до гонки. Мощности все еще недостаточно. И Миша решает подобрать другую пару жиклеров. Команде сильно мешают испарения метанола. Метанол очень ядовитый. И поэтому при попадании его на руки кожа слазила, а при его испарении очень резала глаза. Сложно представить, что чувствуют участники команды, когда каждая попытка добиться максимальной скорости на трассе может стоить им человеческой жизни. В ходе тестов возникало много технических проблем, связанных как с возникновением детонации в двигателе, так и с попаданием метанола в масляный картер. В процессе ребятам пришлось поменять 6 комплектов цилиндров и 2 блока двигателя. По словам Лео, главное преимущество ядовитого спирта, на котором поедет Бонни, высокая антидетонационная стойкость. Такое топливо не полностью сгорает в моторе, поэтому часть идет на охлаждение и не дает двигателю нагреться. Именно метанол позволил поднять степень сжатия, благодаря чему удалось получить нужную мощность и разогнать Бонни до 216 км в час. Тесты на стенде показали, что мы способны поставить рекорд, даже на серьезный километраж превысить его. Десять дней до гонки. За 2 дня до отправки мотоцикла в Штаты на соревнования у нас произошла катастрофа. У мотоцикла в прямом смысле слова взорвался двигатель. Для меня это было, то есть я понимал, что мы, скорее всего, никуда не поедем. Двигатель не смог раскрутиться, и один из цилиндров просто оторвало, и он улетел в стену. Нормальный мотор. Все будет хорошо. Мы едем в Бонни. Слышишь меня? Да. Я тебя не подведу. Каким
Мы едем, мы в понедельник, вторник отправляем мотоцикл и мотор. Если не будет готов к этому времени, значит, я его лично себе в рюкзак положу, я привезу на броневик, поставлю и установим там рекорд скорости. Понял меня? И я могу сказать, что вот тут вот я действительно как-то забеспокоился по поводу того, что может случиться непоправимое. То есть если одно дело на стенде у тебя срывают башню, совсем другое дело, когда ты едешь там под 200 километров и у тебя вырывает голову. Поэтому это, естественно, однозначно мощнейшее падение. Это не просто падение, это разрывается двигатель, это мотоцикл и пилот катится кубарем. И чем это все закончится, даже предположить страшно. Я не могу описать чувства ребят в этот момент, но это выглядело как фиаско. Одна из проблем сегодняшнего мира – то, что люди не умеют ставить себе задачи и цели. Мы собрали мотоцикл и поедем на Бонневиль для того, чтобы доделать это дело до конца, чтобы мы с нашей командой завершили нашу задачу и цель, поставили жирную точку. Для того, чтобы люди, посмотрев, поняли то, что все реально. Поэтому в 2016 году мы едем на озеро Бонневиль, участвуем в неделе скорости и покажем то, что русские молодцы. 3 дня до гонки. Мой друг Даг позвонил мне и сказал, что у него какие-то русские друзья, которым нужна помощь. У них крутой байк, который собирается прокатиться по соли. Можем ли мы доставить его сюда? Конечно, почему нет? Мы всегда рады помочь классным проектам, так что ничего особенного. Ну, он пришел пару дней назад и был в коробке с небольшой дыркой, так что я мог видеть лишь небольшую часть его, ну вы понимаете. Он хорош, да? Но он гораздо лучше, чем я думал. Потрясающая работа. Все внутри? Да, все внутри. Я реально впечатлен всей этой штукой, взволнован видеть его здесь, и хочу увидеть, как он выйдет на соль. Как вы, ребята, в субботу поедете на соль. Это реально впечатляет. Титан, титан, титан. Титановые колеса. И это из титана. Из титана. Давай. Ага, огонь. Смотрите далее. Команда перелетела океан и добралась до штата Юта. Теперь их ждет самое главное. Поехать на мотоцикле, который в любой момент может взорваться, да я считаю, что это прям поступок. Но за это ордена дают. Дает больше мощности, переходит на 5-ю передачу и... Русский рекорд на соляном озере. 2 дня до гонки. Добро пожаловать в Бонневиль. Год бессонных ночей с чертежами, тестов, разъеденных метанолом глаз, и команда из России все-таки добралась до национальной недели скорости. Так, что, тогда мы стоим. Нас вызовут, да? Да. Ну, я думаю, мы посетим, ребята. Ну, в общем, мы сегодня молодцы, приехали пораньше, успели подготовить байк, встали в очередь на техинспекции, очередь была небольшая, это хорошо, потому что сейчас мы смотрели, там народу вообще тьма тьмущая. В общем, отработали хорошо,
По самой техинспекции, в принципе, проблем не было, да, потому что мы еще в России ее как бы проходили локально, то есть по фотографиям, еще по каким-то вещам, то есть задавали много вопросов и подводили под регламент наш мотоцикл. Вот. Возник вопрос как бы с нитрос-системой, то есть и на баллонах не было указано то, что это баллоны для нитроса. Вот. Но у ребят на техинспекции нашли стикеры, которые мы как бы наклеили, и, в принципе, проблемы отменились. Вот. Естественно, мандраж, дрожь, это все-таки в первый раз. В общем, здесь пиздец как круто. Мне все очень нравится. Вот. Давайте работать дальше и в том же духе. Вот. Сохраним и, блин, не знаю, у меня прям дрожь и мурашки. Вроде бы здесь жарко, а мне холодно. Вот. Всем спасибо. Какое резюме? Едем сейчас, да, надо заправить, надо завести и проверить все килл-свитчи, то, что все это работает. Все, я держу. Как бы, в принципе, я не сомневался, что он заведется, но, как известно, как утро началось, так и пройдет день. По-моему, утро началось хорошо, то есть мы его завели, то поэтому на таком же позитиве будем продолжать гонку дальше. Когда были на Мохаве, нам сказали, что он не доедет до финиша, потому что он очень красивый. То есть, на самом деле, мотоцикл произведет впечатление, это совершенно точно, потому что действительно кастом, он скорее больше кастом, чем гоночный мотоцикл. Он крут. Он очень крут. Один день до гонки. Во-первых, 3 недели назад мы потеряли большую легенду нашего мотоспорта. И более того, мы потеряли хорошего друга. Сэм Уиллер всю жизнь делал то, что любил делать, а именно водить свой мотоцикл Streamliner. На этот раз прошу почтить минутой молчания Сэма и всех гонщиков, которых мы потеряли с прошлого года. Давайте помолимся. Мы начинаем эту неделю скорости с тяжелым сердцем. Господи, благослови эту неделю скорости, а также каждого сотрудника из организаторов и волонтеров, которые работали часами, чтобы подготовить соль гонки. Мы благодарим их и молимся за них, а также за каждого гонщика, за каждого члена команды, за каждого зрителя и организатора. Все, что мне остается сказать, это езжайте быстро, но езжайте осторожно. Так, хорошо. Посмотрим. Все нормально. Так, слушай меня. Сейчас скорость показывать не надо. Езжай, пусть колеса почувствуют соль. Если ваш Союз Аполлон не развалится, тогда допустим. Ты понял? Хорошо. Бонни не развалился. Но на тесте Мише было действительно страшно. Рекорд в категории ретро на тот момент составлял 185 км в час. Завтра команде придется превысить эту отметку на 15% и разогнаться до 210.
Больше никаких пробных заездов. Все по-настоящему. 3 часа до гонки. Вчера ровно на нас закончились заезды, поэтому мы должны были стартовать прям по самой свежей, холодненькой соли. Вот. Но в связи с тем, что были мотоциклы, которые вчера квалифицировались на рекорд, ну, то есть установили очень хорошую скорость и время, поэтому нам пришлось еще часика 2 простоять, подождать, пока все это, соответственно, подтвердят свои рекорды, ребята. Это, скорее всего, не будет рекордный заезд. Это будет, опять же, пробный. Мы посмотрим, как мы будем тестировать на нитросе мотоцикл, на тех оборотах, на которых мы должны будем его подключать. Короче, третью пятерку ебанул уже до первой мили. Дальше третьей пятерки он не шел, короче. Я решил пониже упасть. Ой, повыше. На четвертый. И все, он на четвертой стал чуть-чуть набирать. То есть, как бы я думаю, скорость росла, я вот. Она не, Вроде как небольшие результаты. Небольшие, да? Вроде как, да. Сказали уже? 63. Да ладно. Ну там непонятно, без разума через себе говорит. По скорости я не могу тоже сказать, что я как-то как пуля там летел. Вот, но здесь такое большое пространство, может быть, из-за этого, то есть, Да, если какие-то флажки бы ты видел бы, да, то тогда бы ты понимал, что а я смотрю, а я вроде реально еле-еле еду. Но по мотору мне как бы, в принципе, все понравилось, все стабильно. Ты на какой, то есть... Третья передача. Давай, поехали, садимся Да, в давай, машину. поехали. На неделе скорости у вас неограниченное количество попыток. Можете хоть всю неделю гонять, пытаясь выдать лучшее время. Миша светился от счастья, и команда уверенно двигалась к победе. Удовольствие и эмоции были, конечно, на высоте. То есть соль – это что-то нечто. Словами это не передать, картинкой это не передать. Надо здесь находиться, надо прочувствовать этот дух гонок, дух людей, которые этим живут. Здесь жизнь, на самом деле. Как сказал босс, здесь жизнь. Может быть, вы знаете такое состояние, когда вот мурашки по телу. Вот здесь, вот, когда мы сюда вот въехали, вообще даже подъезжали, вот это вот началось состояние. И мне кажется, даже это состояние такое, людям показывают периодически. Не представляю, что это состояние, в котором человек пребывает, когда он находится в раю. Поэтому это приблизительно что-то такое, что похоже на рай. Далее в программе. Но рай быстро превращается в ад, когда в самый ответственный момент случается то, чего все боялись. Проезжает отметку, и что-то происходит. Русский рекорд на соляном озере. Русский рекорд на соляном озере. Команда снова на старте. Бонни уверенно чувствует себя на соляной трассе и готов попробовать установить рекорд. Посмотрим, получится ли у Миши разогнать его до нужной скорости на этот раз. Следующим на коротком треке участвует команда 177 из России. Пилот Михаил Антонов. Русские едут на собранном мотоцикле «Урал». Это, вероятно, первый «Урал» за всю историю гонок. Прошел отметку в 1 милю, но, похоже, у него какая-то механическая поломка. Он теряет скорость, ему лучше свернуть вправо. Нужно ждать, когда команда заберет его.
Заезд прошел очень, по крайней мере для меня, как для пилота, позитивный, вот, потому что это был финальный заезд, и я от него хотел получить много эмоций, кайфа, так скажем. Вчера мы мотоцикл подготовили как раз к финишному заезду, и при всем при этом была очень большая вероятность взрыва, прогаров и так далее, что в принципе и произошло. Мы предполагали, что у ребят есть 2, максимум 3 попытки на установку рекорда. После чего ресурс у двигателя должен был закончиться, и они могли столкнуться с проблемами, которыми не смогли бы справиться на месте. От высокой температуры детонации началась эрозия цилиндра. Пошла трещина в самом тонком месте, где проходит шпилька, которая крепит головку цилиндра. Позже возник прогар, из-за чего выдавило прокладку, повредилась головка цилиндра, а один из болтов прикипел и деформировался. Команда сильно потеряла в мощности, за которую так боролась. Чинить сломанный мотоцикл в чужой стране, тем более в условиях пустыни, при 40-градусной жаре, было невозможно. Бонни не поставил рекорд, а команда была дико измотана палящим солнцем на дне огромного высохшего соляного озера. Неважно, в каком ты возрасте и в каком положении дел, есть только ты и твоя мечта. Если ты отказываешься от своей мечты, ты превращаешься в овощ. Бёрд Джеймс Монро. Основное конкурентное преимущество этого мотоцикла – это люди, которые его построили. У них просто несгибаемая воля к победе. Они готовы строить и ремонтировать этот мотоцикл столько, сколько будет необходимо, чтобы он проехал положенный ему отрезок и показал необходимую скорость. В мотоциклетном братстве нет политики, религии или национальностей. Это люди, которые готовы прийти на помощь в любой момент. Шон нашел сварщика Нила, чтобы заварить трещину, и чуть ли не на пальцах объяснил, как будет проходить ремонт. По некоторым причинам я предполагаю, что сыграла роль усталость металла. От большого давления двигателя возникла трещина. Что мы собираемся сделать, это вставить туда вовнутрь небольшую шпильку и оставить ее торчащей, вместо того, чтобы использовать болт. Так что это отверстие будет затянуто шпилькой, а не болтами, как остальные. Затем мы вернем головку цилиндра на место и просто прикрутим гайку обратно. Так вы сможете вернуться и участвовать в гонке. Это должно быть очень просто. Шон предоставил свою мастерскую и все необходимые инструменты для ремонта Бонни. Я думаю, что все шло отлично. Первая, вторая, третья, четвертая передача, он набирал мощность, потом перешел на пятую, и все сломалось. Взорвали прокладку головки цилиндра в том месте, где поршень был сильно изношен. Поэтому мы обратились к моему приятелю и заварили поверхность цилиндра. Теперь мы все разобрали и собираемся почистить все детали. Надеемся, что мы успеем заменить поломанный поршень, и вы сможете вернуться в гонку. Возможно, сварка не самый лучший способ ремонта трещин в цилиндре, но других вариантов нет. Времени не так много. Ремонт длится уже больше 20 часов. Если команда успеет к завтрашнему утру проехать 300 километров обратно до озера, у Бонни будет шанс установить рекорд. «30 секунд до гонки».
Прошел отметку в 1 милю. Идет отлично. Набирает скорость. Едет очень быстро. Кажется, у них есть возможность установить рекорд. Бонни развил максимальную скорость в 210 км в час, что на 25 км в час больше мирового рекорда 2011 года. К сожалению, двигатель не выдержал, и средняя скорость оказалась недостаточной для рекорда. Ладно, Ну а что мешает? добились мы хотя бы того, чтобы... Да. Зато все живы, ребят. Да. Зато все живы, да. И бились мы до последнего. Смотри, Урок какая нам- дырка. Прогорела головка. Смотри, вот как головка. Ее прожгло, как будто бластером Инопланетный. да, пиратским. Короче, все круто, дайте мне по петуле все, пожалуйста. Вот, потому что мне Миша, понравилось. красавчик. Да, вы, Да. конечно, не обессудьте, если у меня что-то не получилось. Это что значит у тебя? Это у нас. Ну, Это блин, все- все равно все как это бы мы. Надо ж на себя тоже. Давай, Лео, 5 ты. Подожди, получа был по рок-н-ролльному. Дед как прям сказал, я прямо, да. О, думаю, чем сожжем сейчас что-нибудь, так сожжем. Это история о людях, которым хватило мужества добраться до самого большого соляного дна на планете и пронестись по нему на огромной скорости в попытке установить новый мировой рекорд. Это история о несгибаемой воле к победе, о дружбе, не имеющей географических границ, о вере в мечту, несмотря ни на что. Команда Fine Custom Mechanics стала первым участником гонок на Бонневилле в истории России. Они обязательно вернутся на озеро, чтобы вновь попытаться установить рекорд скорости.